А помните, когда все было спокойно, какие смешные у нас были проблемы? Я долго не понимал, выпускать этот ролик или нет, так как сейчас это выглядит реально абсурдно. В итоге пришел к тому, что мы распродаем вещи из этого видео и часть средств отправим на благотворительность. Ищи их в профиле Cards Close. Привет, это канал о моде в стиле Гоша Карцева, а я кто? Правильно, Гоша Карцев. Сегодня распаковка финального сейла. Я купил кучу всего в истерике, хочу вам это непосредственно показать. Карцев, 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 Карцев. Первая посылка. Я увидел чувака с этой сумкой и понял, что она мне нужна. Просто прикол в том, что это Биркин, но не Биркин. Сумка выглядит вот так. Я не понимаю, насколько это легально, потому что это выглядит как паль. С другой стороны, почему это нас должно волновать? Прикол в том, что здесь все то же самое, что у Биркин. Замочек, который, кстати, работает. Единственное, что нету длинной ручки, что меня чуть-чуть напрягает, но зато в нее очень много влезет, потому что она, так же, как и Биркин, двигается. Мне нравится паттерн банданы очень сильно. И в целом, мне кажется, что такая сумка, ее не жалко, она манерная. Давайте про бренд вам расскажу, что я узнал. Сейчас это называется NDG Paris. Якобы это в основном делается вручную в Париже с использованием лучших тканей. Но вот это дерьмо не выглядит как сделанное вручную и не чувствуется, как будто это сделано из лучших тканей. И в нем гонял Мак Миллер, например, и Offset, и Кайли Дженнер. И они раньше делали одежду, но потом, видимо, ну такую, знаете, очень вторично. Видимо, что-то пошло не так, и они начали делать вот такие сумки. Я хотел просто протестировать, а дальше купить большой, потому что у нее большие ручки, и с ней гонять в полеты, в которые, я надеюсь, буду гонять. Ну чё, как вам сумка, пацаны? Погнали по классике. Essence. Мне приходит, значит, на почту. Final sale. Бегите, скорее. Последние размеры. Последний шанс купить. И ты такой, надо брать срочно. В январе не будет ни денег, ничего. И я захожу туда. Мне ничего не нужно вообще. Ничего. Но что происходит? А$ап Rocky снимает клип себе, который еще не вышел, где он появляется в худосе от бренда Earl. В них постоянно гоняет Канье, постоянно гоняет Джастин Бибер, но тут в худи, на который я давно смотрел, появляется А$ап Rocky в клипе. Я думаю, надо было брать сразу же, когда она мне зашла. Потом вспомнил, что на Farfetch я же private client, потому что я много денег трачу. Типа, у меня есть такая услуга. Мы отправляем запрос стилисту в Farfetch, говорим, найдите эту вещь. Они находят ее и просят за нее 68 тысяч. У меня начинается истерия, потому что я на азарте, мне хочется найти этот худос, но его найти не могу, поэтому я беру черный худи. Он мне нужен, непонятно. И я что-то не почитал, из чего худи. Ну, типа, думаю, ладно, окей, черный худи. Что мне понравилось, что внизу у него нет строчек, а он просто обрезан. Это супер прикольная ткань, потому что это, типа, как полотенчика. Убери камеру, пошел в жопу! То есть у нее есть фактура какая-то. И мне нравится, что она тоненькая. То есть это по факту просто лонгслив, но с капюшоном. Ну, худи и худи. Нахера оно мне надо, непонятно совершенно. Следующий бренд заполонил весь мой инстаграм. Я думаю, что вы видели эти картинки, во-первых. Этих ногтей из камней. Этих колец сумасшедших. Второе, я уверен, что вы видели где-то эту парочку. Дедушку и бабушку, которые гуляют на стрит-стайле в Париже во всяких прикольных нарядах. Оказывается, это один и тот же бренд. Он называется Egon Lab. Дедушка и бабушка одного из создателей. И они использовали такой инструмент продвижения. Они нарядили в коллекцию этого бренда бабушка с дедушкой, которые к моде не имеют никакого отношения, им, по-моему, по 80 лет. И просто пошли, запустили их гулять по стрит-стайлу. Прикиньте. Это французский бренд под руководством Флорентина Глемарека и Кевина Номплекса. Я очень сильно люблю клетчатые рубашки. Как оказалось, у меня нет ни одной в гардеробе. Я всю жизнь в них хожу, у меня нету ни одной. И она оказалась чуть плотнее, чем я ожидал. То есть, по ощущениям, она близка к джинсовой куртке. Чуть-чуть колючая, но я еще и не стирал. И здесь просто вышит кот с красными глазами. Как я потом выяснил, этот бренд продается в Nuve Store, новый магаз мужской на флаконе. Можно было, типа, заказать это все в Москве. Это сейчас там, кстати, на сейле. Если вам интересно, можете приехать на флакон, либо зайти в интернет-магазин. Там джинсы очень есть классный клеш за 11 тысяч. Egon Lab делали сейчас коллаборацию с Кроксом. Она продается в NFT, если вы за это шарите. И у них сайт существует в двух версиях. Вы сразу можете зайти в мета-версию сайта, либо в обычную. Ну, если вам интересно. Но, что вы думаете?
На этом покупки с Essence закончились? Ни хера. Потому что на Essence очень хорошие цены все равно бывают. И очень хорошие позиции. Есть французский бренд Изабель Маран. Он больше известен женскими вещами. Мне очень нравятся украшения у них. Но они в основном подходят либо для серферов, чуть-чуть стиля Джонни Деппа. Но, как вы понимаете, я не очень похож на серфера, бегущего по калифорнийскому побережью. И на Джонни Деппа тоже не очень похож. Поэтому не всегда мне эти украшения подходят. Я купил серьгу в виде листика. Это не серебро, потому что цены металла и камни, драгоценности доставляют только Farfetch. Остальные сайты вам не доставят. Вы можете заказать, вам подтвердят заказ, но на границе его развернут назад. Но в целом, мне кажется, довольно мило. Далее, я что-то начал угорать по майкам. Возможно, потому что я забил себе руки. Да, я не накачанный, но я красивый. 032C. Это журнал. Бренд этот продается в КМ20. Минус, сразу же могу вам сказать, по размеру мне точно подойдет, она очень плотная. Ну и ладно. Но лучше читайте журнал. Майка от бренда Martin Asbjorn. Они делают полную чушь. Но майка мне понравилась, потому что у нее глубокий вырез. Она просто как колготочек, как носочек. Она прям как трусики. Базы под пиджаки какие-то или там, не знаю, рубашки нету. Поэтому мне это нужно было. 100% вискоза. Это где сделано? Португалия. Вот это очень странная покупка. Значит, это футболка от бренда Sankuans. Я думаю, это так читается. Прикол в этой футболке в том, что она вся в дыре, в дырках. Что написано? Ты свободен от греха. Я подумал, ребят, мне нужна эта футболка. И она вот такая, что в целом прикольно, что на те майки, которые я купил, сверху можно это надеть, чтобы, не щеголять сосками случайно. И я повелся на то, знаете, на что там написано «финальная распродажа». Я захожу через 2 месяца на сайт, она до сих пор там продается, ребят. Финальная распродажа, 2 месяца. Никому она не потому что бренд Sankuans никто не знает. Раз в год, в самом плохом случае, а лучше раз в полгода, нужно менять все носки и все трусы. Парни, делаете ли вы это? Задумайтесь об этом. И у меня новый экспириенс. Я хожу постоянно в Calvin Klein. И мне что-то поднадоело. Поэтому я решил на сейле покупать брендированное нижнее белье во. Первое, что я не открывал, еще не пробовал, это Vivienne Westwood. А что такой большой? И что такой большой? Жень, что ты киваешь? Да, ты меня первый раз видишь, сука. Это плавки. А я не люблю плавки. Потому что, по опыту, из них все вываливается. Мне некомфортно. Я люблю вот такие трусы. Это что было? Брифы? Боксера. Я реально гигант. Вот здесь, я не понимаю. Но тут как бы не очень я себя нормально чувствую, понимаете? Но это тоже эксперимент. Почему ты такой не носишь? В 4 классе что-то натерло жестко. Есть у меня подруга, Арюна Тардис. Она гоняла в очень крутой толстовке. И мне она очень сильно на ней нравилась. И я спрашивал, откуда это? А оказывается, есть такой исполнитель, которого зовут White Punk. У White Punk, оказывается, есть свой бренд. Они занимаются кастомизацией одежды. То есть они покупают старые вещи и перешивают их. Я просто посмотрел, что есть в моем плюс-минус размере, и заказал у ребят через директ. Собственно, они довольно быстро все это отправили. Это было у меня через 2 дня. Отправили мне это из города Пенза. Смешно, что мне в какой-то момент звонит чувак, говорит такой хриплым голосом: «Здравствуйте, это White Punk Shop». И голос такой хриплый. Я думаю, это что, White Punk сам звонит? Очень приятное по качеству, что мне первое нравится. В чем самый главный прикол? Здесь Гомер Симпсон. У меня момент поиска возвращения к корням своим. К очень гранжевым, знаете, потрепанным, харизматичным, странным вещам. Поэтому это максимально меня олицетворяет. Плюс Гомер, мне кажется, плюс-минус в тренде после Баленсиаги, то, что они сделали с Симпсонами. Пахнет бабкой. Хочется постирать. Но качество комфортное. Я написал, сколько стоит, они написали: за 7 отдадим. Отдадим за 7. Чисто. Классно бомжать. В Лос-Анджелесе, ребята, меня будут каждый второй останавливать. Есть такой сайт, который называется Луиза Ви Арома. И там произошло несколько странных моментов со мной тоже. Ксуби, есть такой классный бренд. Я купил себе еще одну футболку. На ней просто написано «Хай». Хай, блядь. Но, обратите внимание, из-за того, что мы, стилисты, покупаем и возвращаем все это в магазин, смотрите, как делает Луиза Ви Арома. Я специально 2 месяца это не снимал. Они, хотя это стоит $60, продевают через
рукав на всех изделиях, вот такую пластиковую фигню, шнур, с вот такой пломбой, которую как бы я не очень понимаю, как, подделать. И здесь написано: дорогой человечек, если ты хочешь это вернуть, то ты вот это, пожалуйста, не убирай. Так что если вы решили что-то купить на Луизове Арома и хотите вернуть, чуваки, вот это имейте в виду. Она тоже такая чуть дырявая, как будто сильно застирана, ну и все. Вот с этого началась моя корзина. Дальше произошло 2 странных покупки. У меня был прикол. Я сказал: Final Sale, не ведемся на него, больше $100 на вещь не тратим. У меня было грустное настроение, здесь написано Almost Dead. Я подумал, надо брать. Бренд называется Darkavelli. Кто-то что-то слышал? Darkavelli. Прикол еще, что меня добило. Здесь сзади позвоночник. Видите? И тут написано Darkavelli Sarl и какой-то адрес во Франции. Во Франции. Все, просто лонгслив, классно. Я в нем снимался у Плоскова в новогоднем выпуске. Единственная в нем проблема, он просвечивается с кем. Следующая покупка супер странная. Худос выглядит следующим образом. Это черный худи на молнии, который я очень хотел себе. Но он расшит жемчугом. Я думаю, прикольно. Мне просто стало интересно, они что, реально за 4000 пришивали это вручную или что? Ну ладно бы этот жемчуг наш зашит. Тут сзади написано: делай деньги, а не друзей. Зачем? С 2007 года. На самом деле, сделано круто. Я очень долго думал, как это носить и как это вообще может жить в моем гардеробе, почему это в моем гардеробе. Я что, опять на ТНТ иду работать? Непонятно. То самое странное, у этого бренда, про этот бренд нет ничего. Да, и все, что они делают, это они делают вещи, на которых написано «Make money, not friends». Все, вот концепция бренда. Ну, как бы когда-то это было моим жизненным лозунгом. Сейчас я просто пускаю на такую деньги. Лучше я буду делать друзей, согласитесь? 5 августа 2021 года мною многоуважаемый человек по имени Канье Васильевич Вест сделал презентацию альбома Донда. Первая презентация была, когда он был в красном. Вторая, когда он был в черной кожаной куртке Balenciaga с шипами. И он жил на стадионе. И это все транслировал, как он делает в маленькой комнатке, когда его Ким Кардашьян выгнала, как он делает альбом. И потом эта комнатка переехала на стадион и стала центром большой презентации, когда бегали вокруг него люди, и он в конце взлетал в воздух. То есть вот эта самая презентация. Но если вы шарите, вы поняли. Следующая презентация, которая была уже официальная, где был Мерлин Мэнсон, дом в середине и более сложный перформанс, уже финальная, 3-я презентация. Там он делал мерч с Balenciaga. Но он мне не понравился, потому что он был с латиницей, какой-то такой, знаете, славянской. А как бы, зачем нам в России ходить в Славянии? Тут Донда по-русски написано. Выглядит довольно странно. Это более базовая вещь, да, какая-то сложная по дизайну. Канье пишет мне: мы будем отправлять мерч в течение 10-12 недель. Ничего необычного, тут просто написано Донда. Донда. Ну что, во-первых, это limited edition, во-вторых, кто из нас не любит заигрывание с религией? Качество на самом деле, просто мерч. Хороший американский хлопок. Это как надо хотеть покупку, чтобы ждать ее 5 месяцев, чуваки. Это можно почти родить за это время. Вот Канье вот это рожал. Это Марин Сер, французский бренд, который делает все с вот такими принтами Луны. Он был популярен в 2020-м, потому что его носила Бейонсе, Дуа Липа, Blackpink. Короче, джинсы, просто джинсы. Все, ничего интересного. Это все из переработанных материалов. Это называется золотая линия. Я не знал, что у них, оказывается, бывают разные линии. Regenerated. В этой распаковке я уже работаю над собой. Нет ни одной пары обуви, потому что у меня обуви до жопы. Я обещал, что будут подарки. Знаешь, мне подруга одна прекрасная была в Нью-Йорке и купила футболку от Марка Джейкобса. Внимание, принт на футболке. Я ни разу ее не надевал. Я не понимаю, норм или стрём, пишите в комментариях. Это кексы с вишенкой лаковой. Вот такой подарок. Ксюша, спасибо за подарок. В Киеве, моем любимом городе, есть бренд Амеля. Костя его делает. Константин Амеля, который мне очень нравится. Короче, в чем прикол? Они покупают старые сорочки и делают из них новые. Почему? Потому что очень классная концепция, очень классные секонды и винтажные всякие магазы в Киеве. И у них новая бирка. Амеля Ателье это называется. И она, знаете, там что-то есть.
Ой, там лаванда. Вот эта тема, прикиньте, лаванду напихал, и просто и приятно, и хорошо. Очень сложно в магазинах найти худи на молнии черные, прикиньте. Зип-худи. Большинство худи, в которых я гоняюсь, сделано одним человеком. Артемом Борисовичем Кривдой. Его брендом Артем Кривда Дизайн, не поверите. Он как-то мне подогнал одну. И, ребят, я хожу в ней 4 года. И он сделал новую коллекцию. Новая коллекция — это коллаборация с университетом, которого не существует. И мне это понравилось. И он сделал оверсайз худи, как я люблю. С карманом, во-первых. С петельчатым трикотажем, что по какой-то причине в России редкость. Вышивкой, которой не видно, что как бы в ней что-то есть, но при этом нет ничего акцентного. То есть тут, по крайней мере, не написано «делать деньги», я не друзей. Понимаете, да? Поэтому, Артем Борисович, спасибо, что поставляете худи в мою жизнь, мой гардероб. Это был подарок. Налетай, поддерживай русского производителя. Следующий бренд. Tattoo Sweaters, а ныне Tattoo Sweaters. Там убрали гласные. Был создан в 2013 году как творческий проект Анны Осмехиной, дизайнера, художника по костюмам, фэшн-редактора и стилиста. Если вам кажется, что это просто какой-то бренд, его носит, знаете кто? Ники Минаж, Кортни Кардашьян, Ирина Шейк, Винни Харлоу и мама Илона Маска. Аж чего добились вы? Конечно же, я люблю больше объема, поэтому, Аня, пожалуйста, если тебе кажется, что нет людей больше, чем у вас в размерной сетке, они есть. Им бы тоже хотелось носить оверсайз. Это вот такого цвета худос, на котором просто сделаны татуировки. Какие-то гвоздики или что-то непонятное. Видите, как интересно? Купил и рассматриваешь потом. Череп, крест, роза, глаз. Короче, я понял, что в мире не существует лонгсливов, которые устраивают меня по своему фасону. Поэтому у бренда Innominate я сшил... мы нашли идеальный модель, нашли классный плотный хлопок. Проблема белых вещей, как вы можете себе понять. Это пятна. В какой-то момент появились пятна, которые уже, с ними не справятся. Я подумал, их выбрасывать, я в них начинаю ходить дома. А потом я вспомнил, что у меня есть кореш, которого зовут Константин Скороходов, у которого есть свой бренд Shocking Aftertaste, что значит шокирующее послевкусие, наверное. Чувак занимается кастомизацией одежды, но стоит это не очень дешево. Если вам кажется, что Леша ЛД, Егор Крид, Мия Бойко, Оджи Будда и Гоша Карцев не имеют ничего общего, то я пишу у них на сайте как селебрити среди этих людей. Когда еще в жизни я и Мия Бойко рядом, ребят? Вот у Константина на сайте. Александр Рогов очень часто делает распродажу своей одежды старой. И он любит Рафа Симмонса. У Рафа Симмонса худи стоит 65 тысяч рублей в среднем. И у него была одна, которая мне очень нравилась, голубая, с большими патчами и с булавками. Я выпил как-то у него в офисе и такой говорю, это что за грамм-сель? Он говорит, это сел. Я говорю, беру. Я купил худи, приезжаю домой, а на ней вот такое пятно. Я говорю, Саня, говорит, что там химчиска, наш? Я думаю, ах ты жук, Александр Рогов. Короче, по итогу у меня набралось вот такое количество вещей. Я говорю, Костя, а давай их покрасим. И что вы? Я думал, нахера их выкидывать или что-то с ними делать? И по итогу, посмотрите, как Костя прикольно придумал. Мы покрасили все мои белые свитшоты, в которых я ходил дома. И теперь я просто люблю тай-дай. У меня куча вещей тай-дай, которые хорошо на мне сидят. И очень красивого цвета. Смотрите, вот есть голубая, вот есть фиолетовая, сине-серая. Нормально. И мне нравится, что он высветил, она была голубой, он высветил худи Рафа, а ее реально было не отстирать. И она теперь вот такой, типа, неактивного очень цвета. Значит, бренд называется Entire Studio. Я очень давно следил за всей командой Easy, то есть все команды, которые работают над продакшн Kanye West. Кто ходит в их одежде? Давайте начнем. Ким Кардашьян, Кайли Дженнер. В принципе, для того, чтобы сделать солдаут за секунду, этого достаточно. Хотелось, конечно же, черное. Но что мы имеем? Голубой пуховик. Что мне понравилось, что это пух. 2 недели это ехало. Но бренд базируется в Лос-Анджелесе, а это ехало из Гонконга. И я подумал, как интересно и круто продуман бизнес. Но качество, я вам честно могу сказать, бершки. Но он супер легкий. В чем другой прикол? В дизайне не продумано. У него везде липучки. А эти липучки, они сами как бы вот такого размера, чтобы вы понимали. Вот такого, как моя голова примерно. И они сами об себя зацепляются. Везде торчат нитки какие-то. Молния, хоть и UKK, но она пластиковая. Но такой вот гошница из 2000-х. Выглядит ли это дорого, я не уверен. Но я буду думать, что я Ким Кардашьян.
Масс-маркет in the house. В Москве открылся Аркет. Как Uniqlo, только его сделали H&M. Это один и тот же холдинг. Я пришел в магаз, вижу классную футболку. У футболки очень прикольное качество. Она сетчатая и похожа на футболку для спорта, но на самом деле по ощущениям приятнее. И я спрашиваю продавца, я говорю, здрасте, скажите, а вот это максимальный размер? Потому что, естественно, в H&M, так же как у Uniqlo, везде в магазинах XL это максимум, потому что они тоже думают, что больших людей не существует в России. Я спрашиваю молодой человек, Ваш подписчик, мне нравится, что вы делаете. я говорю, супер, скажите, это футболка, которая ты потеешь и не остается следы? Он говорит, да, это классный материал. Я говорю, вы уверены? Говорю, да. Я говорю, ну смотрите, если я вспотею в ней, я в прямом эфире скажу, что вы плохой консультант. Хорошо. Что вы думаете? Я еду навстречу, тороплюсь, в пуховике. Я выхожу, у меня вот такие просто следы пота здесь невероятного. Поэтому я не очень люблю. Это классная футболка, но в ней будет видно любую вашу потнючую штучку. Второй момент. Я очень люблю бини. И там очень классные бини. Видите, они просто короткие, которые, знаете, не надо закручивать. Я ее один раз постирал, и уже полез пух. Вот посмотрим, как она себя будет вести, но по размеру она прям супер. Еще я купил там 2 стакана. Я очень рад, что в Аркете появились носки, которые точно такие же, как в Uniqlo, и стоят столько же, только они длиннее. Я вчера еще был на фейстайме, у меня есть свидетель. Я одеваю новые носки, а у меня на них стрелка. Я что, себя на помойке нашел? Так я даже не думал, что такое бывает. Спасибо, что досмотрели этот потрясающий ролик. Лайкайте и подписывайтесь на этот канал. Не делайте эмоциональных покупок, это ни к чему не приведет. Финальный сейл 3 месяца. Мода — это добро пожаловать.